Здравствуйте, я рада приветствовать вас на канале Ольга Санторо. С вами, как всегда, Ольга. У нас сегодня гадание на тему «Мужчина о тебе в эту минуту». Что думает, что чувствует, что говорит. Ты в его мыслях и чувствах. Итак, мои дорогие, давайте начнем и посмотрим, кого же вы поймаете в минуте здесь и сейчас. Кто думает о вас и кто строит на вас план. Настраиваемся на гадание. Давайте посмотрим. Итак, мужчина, его отношение к вам сейчас. Интересно, интересный у нас здесь мужчина. Девочки, интересный. Ну вот смотрите. У мужчины, возможно, сейчас к тебе какое-то капризное состояние, капризные чувства. Как будто бы вот момент не отпускает, да, как бы не отпускает мысли о тебе. Мужчина, его отношение к вам. Вы знаете, здесь прямо столько старших арканов вышло. Его отношение к вам. Хочу отметить, очень обаятельный, очень симпатичный мужчина. Вероятно, прямо такая приятная внешность. Он такой ухоженный, целеустремленный. Мужчина, которому, в принципе, по жизни многое дается легко. Потому что есть в нем и эта сила, и эта энергия. Этот мужчина что-то оставил позади. Возможно, очень, что здесь может проходить ситуация, знаете, какой-то трансформации у человека сейчас в жизни. Он прошел какую-то трансформацию и идет к тебе, как в чистую воду. Желая с тобой прояснить ситуацию, желая с тобой объясниться, какой-то вот черный пегас улетел, да, возможно, та ситуация, которая препятствовала вашим отношениям, или так или иначе останавливала его, да, какие-то даже, возможно, личностные сомнения, раздумья, личностные ситуации, как-то вот оно действительно отпустило, и у вас с этим мужчиной сильно изменится ситуация в ближайшее время. На сегодняшний день я вижу очень такие благоприятные, классные, влюбленные мысли вообще о вас, но, возможно, так было не всегда. Возможно, очень, что было определенное отрицание в силу вот этого черного пегаса, который сейчас уходит. Я бы сказала, что этот мужчина так или иначе, знаете, вот как за спиной у него какое-то как множество людей, да, город. Это говорит о том, что как-то вот на сегодняшний день этот человек какую-то вот суету, какой-то шум, какое-то веселье, какие-то компании, да, какие-то, возможно, случайные знакомства. Этот человек как-то оставляет позади. Также какой-то момент, вот эта гора, да, то есть момент препятствия. Было какое-то препятствие, было что-то, что, возможно, не позволяло этому мужчине проявляться к вам, или проявляться должным образом, или, в общем, да, объясниться с вами, что у него на самом деле на сердце. То есть очень вероятно, что у вас с этим человеком какая-то неопределенность, которая наконец-то вот сейчас, да, будет выходить как в чистую воду. Этот мужчина, я вам точно скажу, что он хочет с вами поговорить. Он хочет с вами встречи, он хочет с вами такого момента уединения, да, как бы по душам поговорить. Есть тот момент, он хочет тебе буквально что-то высказать. Высказать, что он выстрадал вот это свое решение, да, буквально, что он выстрадал вот это свое решение идти к тебе. Почему выстрадал? Очень вероятно, что были какие-то обстоятельства. Вы можете удивиться, но здесь может даже быть момент, что этот человек вышел из отношений каких-то предыдущих. Или, возможно, в общем, да, считал, что вот он одинокий холостой волк, да, и вот ему так хорошо по жизни. И не хотел он, возможно, серьезных отношений. Но вот этот какой-то бзик, да, вот этот какой-то непонятный ярлык, он буквально как вот этот черный пегас улетел. Ну да, мужчина прошел трансформацию. Очень даже, очень даже. Он строит на вас планы по двойке жезлов. Он строит планы, и, возможно, он видит ситуацию, что вы не так-то уж легко к вам достучаться. Не так-то уж и легко. И вы как-то, знаете, какие-то границы личностные выстроили, так или иначе обозначили эти границы. Ну, я вам скажу, нужна просто, безусловно, нужна.
очень. Волнуешь, безусловно, волнуешь. Но здесь вы прямо, знаете, как ситуация выходит. Старший аркан суд, старший аркан правосудие. По справедливости все будет. Возможно, у кого-то проходит ситуация, что действительно что-то разрешилось, какая-то ситуация жизненная отпустила, и сейчас мужчина может входить с вами в отношения искренние, честные, чистые, да, как бы начинать с вами с чистого листа. Но я вижу, что какая-то эта ситуация, знаете, аркан суд, это волнение, это какие-то переживания. А здесь мужчина как-то переживал, возможно, у кого-то может быть, что вы сейчас свободны или в каких-то отношениях. Вот это момент, дождешься ли ты от него, да, нужных каких-то шагов. Возможно, открыт ли для него путь. Но он тебя как-то чувствует сильно эмоционально, тебя как на ментальном уровне тебя чувствует, особенно. Все-таки волнуешь, беспокоишь его, не может он от тебя оторваться, если даже ты не особо ему дорогу упрощаешь, не особо ты там вот как-то все-таки с мечом наголо, да, по справедливости никакая иллюзия не работает, вот эти все свои фокусы оставь кому-то другому, да, то есть у вас какая-то очень конкретная позиция касаемо этого человека, по справедливости, по сути, с чем придешь, то получишь, и он как-то это усек. Возможно, этот мужчина хотел вот так вот, знаете, буквально на коне, при короне проявиться, и вы тут вся такая растаяли, да, и все так, как он хочет. Но видно, где-то он попал, ну, вот на какие-то ваши личностные границы. Где-то, возможно, вы показали или дали ему понять, что с вами так, как с другими, не будет, да, и как бы вот эти игры оставь другим. Ну, здесь он вышел, первая карта, рыцарь кубков, то есть да, здесь есть чувства, они не привязаны ни к чему материальному, они не привязаны ни к каким, знаете, каким-то выгодам, никаким, это настоящие чувства. И здесь мужчина хочет приехать и объясниться, да, то есть где-то вас ждет определенный шок, потому что мужчина явно хочет с вами разговора, это где-то уже накипевшая ситуация, и, ну, вот как... Хочется ему с тобой объясниться, вот хочется с тобой объясниться, как-то планы свои реализовать, да, но прямо как в чистую воду. Какое-то вот осознание, что какие-то вторые роли, теневые отношения, вот все-таки такой женщине, как ты, такое, ну вот не предлагать, не предлагай даже, да, не надо вот это все портить. То есть здесь с вами нужно прямо как в чистую воду входить, в искренность. Вообще мужчина очень обаятельный. Я бы где-то сказала, что действительно мужчина хорош собой. Как бы там кто ни относился к мужской красоте, но здесь прямо мужественная фигура, он, вероятно, очень даже... может быть среднего, может быть выше роста, он ухоженный, он интересный, он модно одет, на нем все хорошо сидит, да, то есть такое очень хорошее телосложение, и в общем, да, он привык, что он женщинам нравится. Но на сегодняшний день вот этот момент, да, трансформации внутренней, то есть он для себя что-то понял, он что-то осознал, где-то он, знаете, возможно, сама судьба где-то его помотала так, да, чтобы он как-то определился в своей жизни, понял, что в жизни важное и главное, и как выбирать настоящую партнершу, как выбирать женщину для себя, да, по сердцу нужно выбирать. Вот здесь я вижу, что этот человек, он как-то вот как в чистую воду, и вот этот момент, что он интересный, обаятельный, он как-то вот это оставляет позади. Все-таки он почему-то думает, что для вас это не совсем прям главное, не совсем важное, возможно, даже, да, потому что как-то вот на эту его внешний лоск, внешнюю такую обаятельность, вы почему-то как-то можете даже настороженно на это реагировать. То есть, ну вот классно, что ты такой хороший, что ты такой красивый, что ты успешный, что ты весь такой вот на коне, и на тебе хорошо сидит костюм, да, но это вообще ко мне, это вообще про меня, это вот как это отразится на моей жизни. То есть у вас какая-то вот позиция, как бы, это ты хороший, слов нет, но какой ты ко мне? Какой ты без вот этого всего антуража, дорогих часов, машины и там какой-то модной одежки? Какой ты ко мне, вот как человек, что ты ко мне чувствуешь? Почему-то вот здесь вы... это как будто бы еще все за вашей спиной происходит, да, то есть для вас, возможно, ситуация не прояснена, но единственное, что вы понимаете, знаете точно, что вот исключительно по справедливости,
да, то есть на какой-то вот этот внешний лоск вы все-таки не очень-то не очень-то и как-то обращаете внимание. Ну просто красоты в мире много. А вы такая вот прямо художница, возможно, такая вот творческая натура, и вы очень как-то вот эстет по своей натуре. Да, вы такая вот женщина, которая очень замечает красоту, видит красоту, но и правильно ее воспринимает. То есть вы не бросаетесь на красоту, да, вы ею любуетесь или ее создаете. И для вас красота — это вы как-то чувствуете ее правильно, да? Возможно, для вас красота человека — это как с чего он состоит, да, как он создан, как он чувствует, как он видит мир. Для вас очень важно, чтобы этот человек как-то вас понимал. Этот мужчина почему-то сейчас многое как бы за вашей спиной. Возможно, для вас вот действительно есть момент, что вы не зря с этим человеком встретились, но почему-то идет момент, что пока что за вашей спиной. Здесь могут быть за вашей спиной какие-то и разговоры, и какие-то, знаете, его размышления, да, чувства, но почему-то как бы как в полуоборота, возможно, догадываетесь. Но вам этого мало догадываться. Вам прямо нужны конкретные доказательства. И вот это догадываться, это все-таки нехорошо. Вам нужна прям чистая, ясная ситуация прямо в чистую воду. Но у мужчины есть планы. Я вижу, что он прямо, знаете, как хочет разговора с тобой. Хорошо, давайте мы посмотрим еще. Давайте мы посмотрим еще, как вы, в общем, этого человека воспринимаете. Как вы воспринимаете эту ситуацию с этим мужчиной, этого мужчину в общем, как воспринимаете. Давайте посмотрим, прям интересно, что нам карты покажут, как вы воспринимаете этого человека. Девяточка Пентаклей — это мужчина из вашего окружения. Да. Вы как-то замечаете, что он вам уделяет больше внимания. Вот все-таки, да, он как-то рядом, но вы не спешите его приближать к себе. Ну, девятка Пентаклей указывает, что он из вашего окружения. И, возможно, вы даже сейчас можете размышлять, кто, да, кто. Возможно, у вас есть какие-то даже и варианты, кто бы это мог быть. Еще, как вы воспринимаете ситуацию? Как вы воспринимаете? Угу. Ну что ж, вы знаете, это любовь или это какая-то игра. Если это игра, ну не задерживай, не трать мое время. Если это любовь, за эту любовь борись. Вот такая вот ситуация. Угу. Как вы воспринимаете? Отшельником. Отшельником этого человека воспринимаете. Вы знаете, ощущение, что вы чувствуете его глубже. И за этой вот приятной внешностью, за этим лоском, за этим, знаете, таким поставленным голосом, возможно, даже такой вот позицией по жизни лидерской, вы чувствуете какое-то его одиночество. Вы чувствуете этого человека глубже. Вот действительно, да, вы как бы и хотите его как больше прочувствовать, но вам очень важна вот из чего ты создан, да, вот что в глубине твоей души, какой ты вот, что у тебя на сердце сейчас. И где-то вы улавливаете вот этот момент, что он одинок. Что на самом деле, несмотря на то, что он нравится женщинам, несмотря на то, что он может быть успешным, очень даже, да, но вы как-то чувствуете его внутреннее одиночество. Вы почему-то смотрите на него, вот, знаете, таким не внешнее, да, не на внешнее, а смотрите вглубь, ищете в нем глубоко что-то. Вам интересно, во что это все вызреет. Вам виден интерес этого человека к вам. Возможно, не так, как вам бы этого хотелось, да, то есть вот некую смелость, немножечко даже дерзость, настойчивость вы бы очень даже оценили. А этот мужчина, он немножечко привык, чтобы вокруг него с бубном танцевали, понимаете, чтобы вот он привык немножечко к вниманию женщин, но и в то же время внутреннее одиночество в нем есть. Но вот здесь есть момент, не задерживай меня, если это не любовь. А если любовь, борись за эту любовь. Потому что в тебе есть вот это внутреннее одиночество, и я его чувствую. И вы знаете, да, вы могли бы наполнить жизнь этого человека смыслом, радостью, любовью. Вы чувствуете в нем вот некую глубину. Вот так вот. Вот интересно, вот сейчас, вы знаете, для меня понятно, почему он на вас обращает внимание.
А вы его чувствуете, вы с него как маску какую-то снимаете. Если кто-то видит его, да, что вот он приехал на машине какой-то, у него дорогие часы, или он весь такой симпатичный, как бы на внешнее обращает внимание, ты смотришь глубоко, и даже смотря ему в глаза, ты чувствуешь, видишь какую-то вот жажду, какой-то вот момент поиска, да, поиска какой-то искры, как будто бы человеку внутри холодно, он не согрет, несмотря на то, вот как не хватает ему любви, настоящий, искренний. А у вас вот есть вот эта энергия наполнить его жизнь. Потому он вас считывает так. Он здесь действительно, вы знаете, по рыцарю кубков, он влюбляется, он, вероятно, влюблен в вас. И у вас может быть какая-то вот непростая ситуация. Я вижу, что здесь человек как отпустил какого-то пегаса, то есть, знаете, черного пегаса, то есть какую-то ситуацию отпустил, возможно, разрешил, что-то в жизни его разрешилось. Он прошел трансформацию. Он прошел трансформацию, и, возможно, сейчас из-за какой-то ситуации в своей жизни непростой, которая прям идет как скала, он вот сейчас оценивает и женщин, и окружение, и свою жизнь по-другому, да, то есть какая-то переоценка ценностей. Возможно, очень, что этот человек прошел через какой-то стресс. Здесь даже может быть момент, как потеря кого-то близкого, какого-то, ну, важного человека, да, который, возможно, в свое время наполнял его жизнь нежными чувствами. Ну, прямо как родного кого-то вот идет мне, что, возможно, потеря какого-то родного человека, который... И он понимает, что вот в его жизни образовалась какая-то пустота, и чтобы ее заполнить, ему нужна такая женщина, как ты, для настоящих искренних чувств. Не для какой-то показухи, что вот смотрите, какая лялечка рядом со мной, да, а вот для глубины чувств, для нежности, для какого-то наполнения. Возможно, для вас пока что скрыто, да, потому что вижу, что как за спиной у тебя это все происходит сейчас, но в ближайшее время как-то ситуация для тебя прояснится, и, возможно, о каких-то обстоятельствах жизни этого человека ты узнаешь. Он как-то вот откроется для тебя, этот человек. С другой стороны, давайте посмотрим больше, да. Вот этот мужчина, давайте заденем. Все-таки я вижу, что он как в трансформации какой-то, в каких-то таких сейчас глубоких каких-то переосмыслений жизни вообще у него сейчас. Давайте посмотрим. Мужчина. Что с ним сейчас в общем происходит? Спросим так, что с ним происходит из-за тебя? Что с ним в общем происходит, и вот о чем он сейчас волнуется, что он сейчас переживает. Итак, что у него происходит из-за тебя, что с ним происходит из-за тебя сейчас. Что с ним происходит из-за тебя. Моя девочка шанса хочет шанса, прям шестерочка пентаклей. Ты такая просто летящая, очень красивая женщина, очень красивая. Ты как шанс, ты волшебный шанс, ты волшебная девушка, волшебная. Ты можешь жизнь так изменить, как ты вообще встреча с тобой, отношения с тобой. Он понимает, что для него это может быть крутой поворот по жизни, и это шанс, это возможность. Но здесь прямо спешка. С одной стороны, я бы сказала, он понимает, что к тебе нужно натаптывать дорожку, что ты вот такая девушка, которая, ну вот по справедливости, быстрого какого-то результата не жди, к ней нужно натаптывать дорожку, и по справедливости вы будете давать шанс. То есть какая-то ложь, какие-то манипуляции, какие-то игры, вот не сейчас, не с тобой. И здесь, конечно, я вижу, что и нужно поспешить. Потому что ты вот с этим чемоданчиком, да, уже спешишь на самолет, уже где-то можешь упорхнуть, улететь в новое, в счастливое, и ты не будешь ждать, пока он там созреет, да. Здесь может быть какая-то спешка, и даже на сегодняшний день может быть момент, что вот как бы я где-то даже и спешу к тебе вот в эту чистую воду, да, вот наконец-то, да, для меня что-то прояснилось, я как-то что-то понял, что-то для меня стало понятным и ясным, и сейчас я как бы спешу к тебе, потому что ты упорхаешь, ты ускользаешь, где-то этот мужчина очень опасается тебя упустить. Еще, что с ним происходит из-за тебя? Вы знаете, когда он ощущает действительно сильнейшую конкуренцию, сильнейшую, и сейчас такой какой-то опасный момент. Вот опасный вот момент. С одной стороны, не упустить бы этот момент, с другой стороны, он опасен. Я вам точно скажу, что этот мужчина о вас говорит. Говорит, и он понимает, что вот какие-то отзывы о вас,
у мужчин. Они очень такие, да, вот мужчины как-то вот настроены, ну, как-то вот в интересе сильно. Сильно в интересе по отношению к вам. Да, то есть любой разговор о тебе, как-то много интереса, да, вот как-то все мужчины начинают включаться в этот разговор, да, каждый что-то высказывает, каждый что-то говорит, и у каждого считывается интерес по отношению к тебе. Возможно, это какая-то компания, да, вот группа друзей, или это коллеги, да, они между собой, и каждый вот как-то проявляет определенный интерес, как-то включается разговор о тебе, то есть не то, что, ой, я не знаю, мне все равно, да, и как-то вот человек там о чем-то своем. Нет, вот как-то, когда разговор заходит о тебе, мужчины включаются, то есть о тебе интересно поговорить. Они проявляют свой интерес по отношению к тебе. И он понимает, что вот здесь он просто собеседник со мной, завтра это может быть мой конкурент. Вот так вот, ну, я вам скажу, что вы очень интересуете мужчин. Да, этот мужчина как-то вот он, ну, у него самый яркий интерес, я бы так сказала, потому что он готов разоружить своих каких-то конкурентов, он где-то за ценой не постоит, он где-то вот как-то смело сейчас начнет очень действовать, да, как-то он хочет идти на опережение другим мужчинам. Хорошо, хорошо, давайте посмотрим, что у него сейчас в жизни происходит, у этого мужчины. Что у тебя, что с тобой происходит, что в твоей жизни происходит? Жрец. Жрец, вы знаете, какое-то действительно переосмысление и момент. Пришло время принимать правильные решения. Время какого-то, когда жизнь как черновик, но закончилась. Нужно писать начисто. И по жрецу я бы здесь сказала, что к нему ведут сейчас и правильных людей, показывают ему правильные чувства, и как направляют его. Вот у него сейчас в жизни так, его направляют. И я вам скажу, что жрец, он также и показывает, что сейчас у него время обрести пару. У него очень оптимально хорошее время входить в отношения и как-то входить в любовь, входить в какие-то тесный такой вот контакт, как будто бы свыше, да, какие-то чувства очень сильные, определенность на будущее, на очень длительное время вперед, да. То есть вот сейчас он может с вами завязать отношения, и это будет, ну, очень серьезное решение, очень обдуманное, ему в этих отношениях будет чрезвычайно комфортно и хорошо. То есть он сейчас как бы под защитой. Он сейчас под защитой, да, и какие-то вот трансформационные размышления уже ушли. То есть решение принято, решение и насчет вас, решение и насчет каких-то вот отношений, которые были у него раньше, да, то есть вот как-то все у него на место стало. И вы знаете, он сейчас какие-то просто ждет новости. Жизнь его удивляет каждый день. Вот каждый день у него какая-то перемена. Хорошо, еще. Что у него сейчас в жизни происходит? Появилась победительница, да, этот мужчина о вас думает. Сейчас в жизни появилась победительница, появилась та женщина, которая вышла на первый план, которая интересует, увлекает, которая вне конкуренции, и в ней нравится абсолютно все. Ощущение, что вас буквально подсвечивает софиты, да. Вы сейчас как главная героиня. И мужчины вокруг вас, они просто буквально с вас глаз не спускают, как бы подогревая даже его интерес к тебе. То есть и здесь мне вышло двое мужчин, и здесь. Да, здесь эти мужчины создают конкуренцию, а здесь показывает, что эти мужчины так или иначе своим тоже вниманием к тебе подогревают его интерес, да, к тебе. То есть, да, она действительно хороша, интересна, великолепна. Вы великолепны. Да, на сегодняшний день как бы вот есть та, которая сильно интересует. Это вы, это однозначно вы. Но вы сейчас, знаете, в такой позиции, вне конкуренции, но и в то же время не могу сказать, что прямо так открыты для него. Возможно, ждете соответствующих шагов, проявлений, потому что победительница, она рядом с собой видит, ну, человека соответствующего, да, и как-то вы его вдохновляете, возможно, вы немножечко бросаете ему вызов, да, вы делаете его лучше. Как женщина, вообще ваше присутствие в его жизни, вы делаете его лучше. Еще что в твоей жизни сейчас происходит?
Ну, вы знаете, прям что-то завершается, что-то завершается. Вот я вижу, что прямо как завершение какое-то идет, да, черный пегас улетает, какие-то сомнения, какие-то ситуации жизненные действительно разрешаются. И он под защитой высших сил, он выходит в победителей. Но и тебя победительницей видит, да, тебя подсвечивает софиты. У него сейчас в жизни период победоносный. Какие-то моменты угроз, какие-то моменты споров, склоков, ссор, да, они заканчиваются. Вероятно, возможно, даже какие-то построения предыдущих отношений. Вот как все отмерло, да, какой-то новый жизненный этап начинается. Хорошо, давайте мы посмотрим, что у него сейчас в делах. Что у него сейчас в делах происходит? Что у него сейчас в делах? Что у него сейчас в делах? Вы знаете, в делах очень даже все хорошо. Почему? Потому что как-то легко ему все решается. У него очень хорошие как содружество определенное, содействие какая-то, совместная какая-то работа, она очень продуктивна, очень хорошо, легко все ему идет, и это позволяет ему сейчас переключаться на личную жизнь. Сейчас переключаться на личную жизнь. Хорошо у него сейчас идут дела. Возможно, даже если была какая-то ситуация спада финансового, спада какого-то карьерного, да, каких-то вот неурядиц в деловой сфере, сейчас все прямо наладилось и отпустило, да. И сейчас есть время, желание как-то вот в личную жизнь и финансы в личную жизнь. Более того, что есть вот женщина, которая сильно нравится, очень сильно нравится, о которой он думает, и даже когда он буквально завален делами, он все равно о вас думает. Ну хорошо, хорошо показывает. Знаете, как есть ресурс вкладываться, ухаживать за женщиной, ухаживать не просто за женщиной, да, которая там согласна на что-то, а за ней на некий максимум. Есть ресурс на некий максимум ухаживаний, на некий максимум каких-то проявлений по отношению к вам. Хочу еще посмотреть, в каком состоянии он сейчас в общем, да, вот его настрой, его состояние, его настроение, какой он сейчас. В размышлениях, вы знаете, ощущение, что этот человек уже направил свой автомобиль в вашу сторону, он как-то уже настроился идти к вам, но вот сейчас пока что вот в каких-то размышлениях уже все, уже как бы в шаге к некому важному решению, готовится к какому-то важному шагу, я бы так это назвала. Интересный очень мужчина, я бы где-то сказала, в нем есть какая-то харизма. Еще его настрой, рискнуть. Все-таки размышления есть, но и есть желание рискнуть. Есть желание рискнуть и двоечка кубков. Да, именно в любви. Сейчас время рисковать в любви. И он сейчас думает о том, что ему нужно рискнуть в любви. И он сейчас думает о том, что как-то ему очень бы хотелось, чтобы вы рядом с ним ворковали, чтобы вы рядом с ним были. Но для этого прямо нужно рискнуть. Возможно, ставки очень высоки. Но по сути этот человек сейчас как бы в неком таком... У него как будто бы есть подсказка, что он вам неравнодушен. Хорошо, как ты считываешь, как эта женщина к тебе относится? Давайте спросим так. Как ты считываешь, как она тебя видит, как вы его видите и как вы его воспринимаете? Ты, девочки, просто картина маслом. Вот и вопрос какой-то спонтанный возник, и карта такая же. Как вы его воспринимаете? Ты его прям выводишь из себя. А сама такая спокойная, как будто бы знаешь все ответы наперед. Ты такая элегантная, такая шикарная, расслабленная. Вообще твое дыхание, твоя кожа, твое белое тело. Ну просто ты сводишь его с ума, как ты на него реагируешь. Ну что-то он мельтешит, да, что-то он вот ходит, бродит вокруг меня. Ты как будто бы считываешь его неровное состояние по отношению к нему. Он считает, как по его мнению ты его воспринимаешь. Ты его прямо, знаете, какой-то взгляд у тебя, ты как будто бы все знаешь, все чувствуешь, все понимаешь. Ты такая сильная энергетически, соблазнительная, очень притягательная женщина. Как ты его воспринимаешь? Что он нервничает. У него ощущение, что ты считываешь, что он нервничает, когда ты рядом. Что он не находит себе места. Возможно, он даже считает, что
знаете, как-то в твоем присутствии он может теряться. И где он такой весь уверенный, где он весь такой красавчик, где он, где это все просто рассыпается, вот эта вся иллюзия, да? Ты видишь его настоящего, ты снимаешь с него маски и видишь его, возможно, каким-то растерянным, одиноким и недолюбленным. Вот у него такое ощущение, что ты его таким видишь насквозь, такая сильная, такая сексуальная, красивая, мощная, да, такая просто, и в этом всем расслабленная, просто такая вот отдыхающая пантера, которая смотрит на тебя, и от одного взгляда мурашки по телу. Вот он тебя так воспринимает, а ты его, ну вот как, ну что-то он здесь ходит. Ну что-то он здесь вот теряется, что он хочет сказать. Такая смелость какая-то в твоем взгляде, которая его просто сводит с ума. Ну да, он считает, что ты его читаешь насквозь. Что где-то каких-то слов даже не сказанных, а ты это чувствуешь. Какие-то слова не сказанные, какие-то мысли не высказанные, а ты все это знаешь и все это чувствуешь. И где-то у тебя действительно есть какая-то подсказка, какой-то волшебный блокнотик, который ты открываешь, и там все написано. Все написано, все его мысли, все его чувства и вообще, да, где его уверенность. Просто рядом с тобой он чувствует себя ведомым любовью, ведомым притяжением. Ну что ж, смотрим дальше. Этот мужчина, что он сейчас думает о тебе? Давайте посмотрим. Что ты сейчас думаешь об этой женщине? Какие у тебя мысли? Потому что здесь вышла, знаете, такая капризная любовь, капризное чувство какое-то, да, от которого не могу и не хочу уже уворачиваться, да? Давайте посмотрим, как этот мужчина вас сейчас видит, что он о вас сейчас в эту минуту думает. Ну, да, он сейчас прям так в размышлениях, как ему действовать. Что он о вас думает? Вы шикарная. Вы прям королева кубков. Очень красивая девушка. И где-то и ваши пальчики, и ваши волосы, и ваши губки, глаза, вот лицо. Вы ему очень нравитесь. Такая вот глубина взгляда. И какое-то внутреннее спокойствие. Так располагаете просто. Ну, действительно очень красивая женщина. Очень. Очень такая привлекательная. Внешность, конечно, здесь сыграла свою роль в свое время, и вы для него особенно хороши. С одной стороны, знаете, вы, возможно, ждете какого-то иного отношения, да, чтобы человек тебя прочувствовал, понял, да. Вот это, оно все есть. Но и вместе с тем все это как-то так или иначе связано с вашими глазами, с вашими губами, с вашим лицом, да, с вашими плечами. Вот как-то ему хочется буквально вас приобнять за плечи, прикоснуться к вам случайно или нарочно. Но вот прикосновение к тебе, оно какое-то особенное, оно так волнует, оно создает вот эти волны на глади воды. Еще, что ты думаешь о ней? Он хочет победы. Он хочет победы. Как бы это ни звучало, но он понимает, что вот конкуренция действительно есть. Выбирать вам есть из кого, да. Да и выбираете вы не по каким-то внешним признакам, а прямо сердцем, душой. То есть выбираешь лучшего. И ему так хочется быть вот этим лучшим. Ему хочется быть победителем. Возможно, где-то здесь немножечко и есть момент самолюбия. Возможно, здесь есть момент мужской гордости. Желание действительно такую красивую женщину завоевать. Но и вместе с тем, знаете, завоевать одну и другую женщину — это разные вещи. Да? Сейчас это совсем по-другому. Еще, что ты думаешь о ней сейчас? Он думает, что он влюблен, что некий поиск закончен, завершен. Он даже не думает, я вижу здесь прямо уверенность, и, вероятно, и с некой влюбленностью он сейчас входит в трансформированные чувства, где действительно в чистую воду к тебе, да, вот есть стремление преодолеть, возможно, то, что невозможно, да, как-то преодолеть, какую-то как стеклянную стену преодолеть между вами. Возможно, кто-то даже в какой-то переписке, возможно, кто-то рядом, но вот это какая-то грань между вами, которую очень тяжело пройти. Вот хочется вот преодолеть этот момент и объединиться с тобой. Ты его рыбка, ты его золотая рыбка, ты такая, как он. Он себя так вот чувствует комфортно рядом с тобой, так хорошо. И вот здесь
сопротивление течению, да, сопротивление каким-то обстоятельствам жизненным, понятиям, удобно, неудобно. И вот это все как-то вот меркнет перед тем желанием быть с тобой в одном бокальчике, быть с тобой в одном мире, да, и создать свою маленькую вселенную на двоих. Но здесь, по сути, момент поиск закончен, да, как бы стрела уже сломана. Дальше она уже не полетит, а объект найден, объект любви уже найден. Ну хорошо, давайте посмотрим еще, что думает этот мужчина о вас сейчас. Что думает? Интересная вышла карта. Во-первых, аркан мага показывает, что мужчина настроен на активные действия, на красивые очень ухаживания, на такие прям шикарные ухаживания. Да, возможно, сейчас этот мужчина пока что скрывает вот эту бурю, которая в нем происходит, да, вот эти чувства. Но очень скоро он выйдет из режима снежинка и очень даже, да, выйдет в режим солнышко, когда все ясно и все понятно. Да, я вижу, знаете, здесь прям такие летящие листья, возможно, именно вот этой осенью, совсем скоро, этот мужчина проявится к вам. Проявится очень щедро и красиво, и для него не будет плохой погоды, чтобы идти к тебе навстречу или на свидание. Любая погода будет хороша. Идет дождь, идет снег, идет какой-то ветер дует. Не имеет значения. Не имеет значения, сколько времени. Как-то вот я готов идти к тебе, когда ты позовешь. Я готов идти к тебе, когда ты меня позовешь. 3 часа ночи, 5 часов утра. Что-то случилось в твоей жизни. Я готов идти к тебе. Я готов быть тем, который будет рядом всегда с тобой. И нет плохой погоды, да, нет плохого настроения или еще что-нибудь. Нет никакой преграды, чтобы я шел к тебе. Возможно, очень преградой на сегодняшний день может быть именно ваше решение и ваше желание. Хотите ли вы этого человека в общем принимать в свою жизнь? Вот здесь самая загвоздка. Не конкуренция, не какие-то обстоятельства жизненные. Сейчас вот самый важный момент, что решишь ты. Как, вот дашь ли ему шанс ты. Хорошо, еще. Что думает о тебе этот мужчина сейчас? Какие у него мысли? Ты его зажгла, ты как-то вот, возможно, согрела его, да? Если у нас проходила информация, что ему как-то холодно, да, внутренний холод какой-то, не согрет, нет какого-то тепла, да, не хватает любви, не хватает теплых отношений, то вот ты та, которая согрела, ты та, которая разожгла в нем огонь. Ты очаровательная абсолютно девочка. Девушка такая зажигалочка. Очень такая прям огонек, свет, тепло, страсть, любовь. Вот ты для него вот такая, ну, чрезвычайно нежная, молодая, да, дерзкая такая немножечко энергия у тебя. Хорошо, давайте мы спросим, как ты изменилась в глазах этого мужчины, да? Первые впечатления этого человека о тебе, каким оно было? Первые впечатления этого мужчины о вас. Туз жезлов. Красивая внешность. Туз жезлов всегда показывает красивую очень внешность. То есть внешне ты ему сильно понравилась, но он тебя как-то воспринял как опасную. Почему? Вот как заноза, да? То есть эта женщина, она как заноза в сердце. Вот ты ее уже увидел, ты уже ее не забудешь. Как-то щемит, болит, не отпускает, не забываешь ты ее. Ну вот такая, вот впечатляет. И первое впечатление было сильным. И красивая очень женщина. Как такую поймать? Как такую удержать? На радость или на беду, да? К хорошему или эта женщина пришла в мою жизнь. Она как награда или как наказание от высших сил. То есть, ну, здесь много у него было вопросов при первой встрече. Но я вижу, что вы прям его зацепили. В один момент как-то в окружении что-то как померкло, да? С тобой не сравнится. Еще. Первое впечатление, императрица. Первое впечатление, ваш жезлов. Впечатление было очень сильным, но почему-то я вижу, что первая встреча, он как-то не смог проявить себя вот таким, да, таким, как он себя чувствует. Классным, модным, стильным, успешным. Он не смог. Он, возможно, где-то растерялся перед тобой, как перед очень красивой, благородной женщиной. Его впечатление очень сильное.
очень сильная, и действительно выше всяких похвал. Первые впечатления с такими женщинами не играют. С такими не играют, с такими строят жизнь. Хорошо, давайте посмотрим, как он сейчас вас воспринимает. Как сейчас воспринимаешь. Боится тебя упустить, боится тебя упустить. Желает какого-то романтичного встречи. Ему нужен с тобой разговор, чтобы наладить связь, чтобы наладить контакт. Как он тебя воспринимает. Вот ты прям нужна очень, очень. Прямо решение насчет тебя принято, и ты очень нужна. И ты, вот знаете, шанс, который случается в жизни чрезвычайно редко, и за это нужно держаться. Но и здесь я бы сказала, знаете, туз мечей — это такой момент, что-то очень хорошее, как момент прорыва. Но и в то же время эта ситуация требует жертвы. То есть момента ты должен чем-то пожертвовать, ты должен что-то делать, ты должен от чего-то отказываться, ты должен где-то идти на смелые шаги. То есть здесь это не просто тебе дали шанс, лови, да, держи. Нет, этот шанс, его нужно удержать через какие-то старания свои. То есть он вас так воспринимает, что вы та женщина, которая не просто пришла как украшение жизни. Вы пришли жизнь его менять, где-то в чем-то поставить точку, начать новый жизненный этап. И, возможно, этот этап будет этапом прорыва, этапом, когда человек действительно достигнет того, чего он хочет, к чему он стремится. Но не так-то уж и легко этот шанс удержать. И на сегодняшний день я вижу, что у человека еще есть вот это опасение, страх, да, что он тебя упустит, что он не сможет тебя удержать, не сможет тебе дать то, что ты хочешь. Но он будет очень стараться. Он будет очень стараться построить с тобой гармоничные отношения. И действительно как-то, как принято решение насчет тебя. Давайте посмотрим еще. Еще как ты ее сейчас видишь, эту девушку, как ты ее видишь. Я ищу к ней путь, я ищу путь к ее сердцу. Да, вот смотрите. Ищу путь к ее сердцу. Этот мужчина как-то в скором времени придет к вам не с пустыми руками. Он придет с чем-то, с каким-то прямо доказательством своих намерений, чувств, своего какого-то, вот это он выбирает, он что-то ищет, да, то есть он хочет тебя удивить, он как-то постарается тебя впечатлить, и он придет с чем-то, вот как не с пустыми руками. Возможно, это будет какой-то момент, как букет цветов, коробка конфет, да, какая-то, возможно, на первый взгляд мелочь, но в этом он как бы тебе показывает, ты мне нужна, да, это тебе, это для тебя. Но здесь поиск пути к твоему сердцу. Этот мужчина будет искать путь к твоему сердцу. Потому что, ну вот, нужна твоя именно любовь. Не просто победа, а именно твоя любовь. Хорошо, давайте мы посмотрим в ближайшее время, как будут развиваться отношения между вами, как будут развиваться события. Как будут развиваться события между вами, как будут развиваться отношения. Ух ты, старший аркан сила. Шикарно. Вы знаете, прямо я прям впечатлена. Этот мужчина станет для вас опорой. Он будет очень как-то стараться быть рядом с тобой, стараться быть для тебя поддержкой, помощью. Как-то включиться в твою жизнь. Чтобы идти с тобой, да, вот в эту чистую воду. И создавать с тобой крепкие и верные отношения. Еще, как будут развиваться, Верховная Жрица. Конечно, решение за тобой. Но здесь очень проходит момент, что что-то скрытое тебе станет явным. Какие-то его переживания, какая-то, возможно, его тайна. Давайте спросим, что за тайна, да? Что за тайна станет тебе явной? Что тайное и скрытое станет тебе явным? Какая тайна касаемо этого человека тебе откроется? Какая тайна тебе откроется? Старший аркан мира. Вы знаете, здесь такой момент, что он думает о тебе. Тебе откроется, что он о тебе думает, что только ты в его мыслях, что только ты в его сознании. И он и не такой-то, он и каменный, да? Оказывается, что он очень чувственный и очень романтичный. И как-то вот с тобой у этого человека какая-то грандиозная перемена будет. И для тебя откроется вот очень много каких-то его тайн, и он как-то не сможет от тебя что-то скрывать. Вот действительно, как тайна какая-то тебе откроется.
Ой, девочки, тайна откроется. Да он просто, ну что ж, здесь он буквально раб. Он буквально раб любви. Он ведом любовью, он ведом чувствами, чувствами к тебе. Тебе буквально откроется та тайна, касаемо его чувств. Ты его госпожа, ты его владычица, и несмотря на то, что это такой уверенный, такой мощный человек, но тебе откроется тот момент, как сильно он думает, любит тебя и как желает быть в плену любви, да, как ему нужна, в общем, любовь. Ох, девочки, знаете, как истрадавшаяся душа, потому что, несмотря на то, что каких-то внимания к нему много, а любви человеку сильно не хватает. Старший аркан суд. Так вот как-то должно быть, что ты его волнуешь. Вот какая тайна касаемо тебя, да, вообще, та его тайна какая откроется. Старший аркан суд, старший аркан мир и двойка кубков. Это любовь, это такое вот желание любить, такое сильное желание любить. И этот момент, что этот мужчина считает, что ты не просто так в его жизни, что ты судьбоносная женщина, что ты судьбоносный человек в его жизни. Ну хорошо, хорошо. Давайте посмотрим еще, как будут развиваться ваши отношения. Ну здесь, конечно, я вижу, что решение за вами, ну и какие-то тайны, да, откроются. Какой-то откровенный разговор, признание в чувствах, признание в любви, общение, да, с этим человеком, какое-то время, желание быть вместе. И какое-то вот как необъятность какая-то, да. То есть вот я бы сказала, что ничего как-то вот не препятствует вашим отношениям. Сама судьба будет благоволить. Хорошо, еще как будут развиваться эти отношения? Семерочка кубков, королева жезлов. Девочки, смотрите, перспективы просто грандиозные. Просто грандиозные, действительно. У вас очень даже, несмотря на то, что на сегодняшний день много от вас скрыто, и как-то за вашей спиной что-то там происходит, да, и какие-то и разговоры о вас. Но тем не менее, я вижу, что у вас очень большая перспектива с этим человеком. Вы знаете, вы, возможно... Ну, давайте посмотрим. Очень большие перспективы, да, как-то предлагает он тебе больше. И несмотря на твои какие-то сомнения, перспективы очень большие. Какие-то твои сомнения вот здесь, сомнения касаемо этого человека, сомнения касаемо вот каких-то его любовных похождений. Давайте мы посмотрим, что здесь, какая информация. Старший аркан мира, император. Он очень серьезно настроен будет. Он очень серьезно настроен, и какая-то, вы прям прочувствуете, да, что этот человек с вами действительно начинает с чистого листа. И перспективы очень большие. Вы знаете, как босыми ногами, все чувствуя, вы где-то даже будете удивлены, что человек так вот чувствует глубоко, жаждет твоей любви, да, жаждет твоего присутствия вообще в его жизни. Вот из прошлого как-то все как-то отсечено. Для вас что-то прояснится, какая-то ситуация, да. Возможно, где-то вы чего-то не знаете, возможно, где-то вы опасаетесь какой-то соперницы, да. Не хотите вы вот этого всего склока в своей жизни. И вы как-то вопрос соперницы, вопрос какой-то другой женщины, он почему-то вот прямо для вас обрубается, да, то есть отсекается. Вы перестанете об этом думать, какая-то вот ваша личностная ревность, или вот этот момент, а что у него с бывшей, а что у него на сердце, а кто там, вот этот момент, он для вас, какие-то ваши сомнения, они развеются. Какая-то и важная информация вам поступит. Вот это буквально в ближайшее время вы об этом человеке что-то узнаете. То, что сейчас от вас скрыто, то, что по сути за вашей спиной, вы узнаете о какой-то трансформации в его жизни, о том, что вот некая ситуация в его жизни разрешилась, и он может идти к тебе, как в чистую воду, в новые и классные отношения. И почему-то там, где у вас какие-то соперницы, да, там у него что-то, кто-то, вам придет какая-то важная информация, и буквально это какие-то ваши сомнения, они обрубятся буквально, да, то есть оказывается, что это все пусто, а я что-то себе какие-то догадки строю. Вот такой вот момент. Хорошо, хорошо, давайте мы спросим, все-таки я вижу, что там был какой-то разговор с мужчинами касаемо вас. Давайте спросим, что там говорили, о чем там был разговор, что там был за разговор, да?
Что он о вас говорит вообще? Что он о вас говорит? Очень женственная, очень привлекательная. Прямо та женщина, которая цепляет. И я прямо не думаю по вечерам. Он просто вот напрямую об этом говорит с мужчинами. Возможно, где-то что-то скрывая, где-то что-то не договаривая. Но тем не менее, этот человек говорит, что ты просто сводишь с ума, что он думает о тебе по вечерам, что ты ему очень нравишься, что ты вот как-то, не даешь ему покоя. Хорошо, мужчины. Что отвечают мужчины? Да, она действительно хороша, но она вот такая холодноватая, она колкая, она такая вот, ты посмотри, она же даже головы не оборачивает, да ее как-то привлечь, это вообще нужно быть императором, чтобы как-то там на что-то претендовать. То есть мужчины где-то говорят, что вы рисковаты, что вы не очень так вот как бы говорить можно, любоваться можно, трогать нельзя. Вот это о вас. И в каком-то моменте вы прям можете включать такого ежика. То есть все хорошо, вы улыбаетесь, вы такая приветливая, общаетесь. И тут в моменте где-то что-то вам не понравилось, все, ежик включился, 1000 иголочек, и ты уже к ней не достучишься, не подойдешь близко. И да, здесь мужчины говорят, что ей нужно, да, что это за момент на лезвие ножа, что это вот какая-то вот грань, да, которую вот мужчины, возможно, не могут пройти, не могут к тебе буквально достучаться. Хорошо, что еще говорят мужчины о тебе? Да, такая опасная женщина, красивая, безусловно, безусловно. Такая вот интересная, романтичная, все это есть. Но говорят о том, что ни один мужчина стал жертвой вот этой красоты. Потому что, вот вы знаете, это такой терновник, и в нем, запросто можно застрять. Да, вот как-то в каких-то терзаниях любовных запросто можно застрять. И эта женщина, она красива, безусловно, но если боишься уколоться, да, лучше даже не пробуй, лучше даже не подходи. Ну, вот такой момент, да, вот этот мужчина, на которого мы смотрим, говорит, а я не могу, я прям вот по вечерам, нравится она мне, вот я думаю о ней, вот не выходит она у меня из головы, вот она для меня волшебна. Она для меня вообще волшебна. А мужчины говорят, да, она там такая вообще неприступная, там, если ты там хочешь чего-то там легкого, да там вообще вроде бы все как кажется, что уже налажено, и в моменте 1000 иголочек, и в моменте она как ежик, и в моменте она тебя отталкивает, уничтожает просто все какие-то твои фантазии. То есть считает, что вы в характере, что вы женщина с очень таким мощным характером. И как бы это обманчивая внешность. То есть да, она так выглядит, такая холеная, такая ухоженная, хлопает ресничками, такая прям куколка. Но это такой характер, там такой характер острый, там просто настоящий ежик. И ты как бы идешь к ней вот на эту красоту притягиваясь, а можешь столкнуться с вот этим терновником, да, потому что эта прекрасная роза, она себя защищает. Вот так вот. Еще, что говорят мужчины о тебе? Но да, именно с такой женщиной и создают отношения. Потому что идеальная женщина для всех мужчин, чтобы она была прекрасной для всех, но доступной лишь для одного, для того, кто любит ее и кого любит она. Да, вы из тех женщин, которые могут создать с человеком надежную, серьезную пару, союз. С вами, вот с такими, как вы, да, как раз вот и в отношениях входить, которая неприступна для всех и вместе с тем прекрасней всех. Вот такой вот разговор, очень интересный разговор касаемо вас. Ну давайте посмотрим, совет для вас касаемо этого человека, как вы можете ускорить ситуацию развития ваших отношений, что вам, возможно, нужно знать сейчас, да. Итак, совет для вас. Совет для вас. Этот мужчина серьезно и надолго в вашу жизнь. И если честно, этот человек очень даже способен осуществлять твои мечты. Как ты можешь ускорить события? Все произойдет. Я вам даже скажу, да, аркан звезда — это даже такое время на протяжении месяца, да, вот 2 месяца. Все произойдет, все будет. Как вы можете ускорить эти события? Старший аркан, Верховная Жрица. Выбор за тобой. То есть, если ты
облегчишь ему задачу, да, пойдешь ему навстречу, обстоятельства и отношения будут развиваться быстрее. Если же ты захочешь проверить его чувства, отношения будут развиваться более медленно. Но и в том случае этот человек очень, знаете, как-то идет в твою жизнь всерьез и надолго. Хорошо. Советы для вас. Все-таки Верховная Жрица – это выбор. Все-таки Старший Аркан Справедливость – это на шалечке весов. Где-то вы какого-то своего решения еще не приняли, да, и все будет зависеть от действия этого человека. И от вашего ощущения, да, нужна здесь проверка, нужно здесь время, чтобы человека узнать, или все же, да, отдаться как-то, окунуться в эти чувства без оглядки. Но все же, совет вам. Ну, совет вам, знаете, как-то вот здесь... Ну, по Верховной Жрице решение за тобой, как ты решишь, такая будет и скорость, да, развития отношений. Но этот человек пришел надолго, и даже если ты там надумаешь его отталкивать, он все равно со временем придет опять за новым шансом, да, потому что любовь, потому что это любовь, потому что он уже тебя любит, а будет любить тебя еще сильнее. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, а будут ли еще варианты, да, идет ли еще кто-то с новым каким-то интересом, с какими-то новыми знакомыми. Да, идет, очень даже, да. Еще один мужчина строит на вас планы. Действительно, идет еще один человек, выбор у вас будет. И вы знаете, но и здесь есть некий момент неизбежности, да, неизбежно придет еще кто-то, неизбежно. Придет еще мужчина с любовным интересом. Неизбежно еще кто-то появится с любовным интересом. И выбор за тобой, безусловно. Выбор за тобой, кого любить и с кем стать счастливой. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада. Счастья, радости, любви, смелого, благородного мужчину в вашу жизнь. Всего вам самого лучшего. Пусть лучшее из этого расклада исполнится. Кто любит, пусть признается, кого ждешь, пусть проявится. А для тех, кто ждет новое, пусть оно поскорее придет. На этом все. До новых встреч.